Сегодня поговорим о, не побоюсь этого слова, отце воркаута, человеке, который много лет подряд задавал тренд и показывал атлетам по всему миру, на что способно тело при правильных тренировках на одних лишь турниках и брусьях. Я, как всегда, связался с атлетом лично, чтобы выяснить, куда же он пропал, как тренируется сейчас, спросил о развитии воркаута в целом и о его самых знаковых рекордах. Короче, выпуск, как всегда, обещает быть очень заряженным и интересным, так что по традиции, друзья, колотите любимый напиток, мы начинаем. Для тех, кто не знает, кто такой Зев, попытаюсь вкратце изложить. Это спортсмен, который несколько похож на рэпера Тупака, который, кстати говоря, выступал под псевдонимом Макавели. Теперь вы, думаю, понимаете, кем был навеян такой псевдоним. Зев начал свои тренировки калистеникой задолго до того, как это стало мейнстримом в странах СНГ. Это тот самый человек, который одним из первых, если не первый, подтянулся на камеру 50 раз, а затем придумал и реализовал такой комплекс, как God Set. То есть, когда вы 50 раз подтягиваетесь на турнике, затем сразу же не спрыгивая делаете выход силой и еще 50 отжиманий сверху на турнике. Сейчас уже есть атлеты, способные это повторить и в некоторых случаях даже улучшить. Тот же Максим Трухановец, который поверх отжимания осилил еще и 50 выходов, тому подтверждение. Но именно Закавели был первым, кто это выполнил, и его результаты держались просто неприлично долго. Что очередной раз подтверждает тот факт, что уровень данного атлета на тот момент времени был на совершенно другой галактике. И даже в 2021 году, просто чтобы понимать, все ли еще Зев находится в отличной форме, он поставил себе цель снова сделать 50 чистых подтягиваний. И как вы можете догадаться, вновь ее успешно выполнил. Причем даже в 50 лет Зев говорит, что планирует быть в состоянии это сделать. Ведь по аналогии с нашим недавним выпуском про Дениса Минина, крайне важно не просто говорить о том, что ты делал когда-то, а быть в состоянии сделать это прямо сейчас, не оправдывая себя возрастом или другими обстоятельствами. Мало кто знает, но именно с видеоролика о Зефе Закавели начинался и этот проект. Конечно, не на 100%, но я вам это говорю просто потому, чтобы вы понимали, что даже такие проекты, в принципе, когда-то с чего-то начинались, и в моем случае это было с такой небольшой мотивацией и толчка от Зефа Закавели. Например, вы наверняка могли видеть, как топовые атлеты по всему миру пытаются выполнить очень быстрые выходы силой. Так вот, именно Зев в свое время привил моду к этому нестандартному варианту выполнения выходов, осуществив полное повторение в рамках 1 секунды. Что ж, с тем, кто такой Зев, думаю, разобрались. Теперь давайте поговорим о том, что же он делает сейчас и как проходят его тренировки. Связавшись с атлетом лично, первое, что я спросил, это чем отличается тот Зев Закавели образца 2011 года от нынешнего, ведь сейчас атлету уже 44 года. И ответ был довольно ожидаем. Зев говорит, что сейчас больше фокусируется на помощи другим, нежели чем над совершенствованием своих собственных навыков, ведь он уже давно всем все доказал, включая себя. Однако, несмотря на это, в следующем сезоне он все же планирует вернуться к некоторым элементам и даже начать изучение новых. К слову, если вы тоже давно хотели научиться некоторым элементам воркаута, хорошей идеей будет прикупить себе несколько резинок для фитнеса разной степени жесткости. Если грамотно их применять, можно очень хорошо прогрессировать, выполняя те элементы, которые вам еще не под силу, нагружая целевые мышечные группы. Притом фирм этих эспандеров просто бесконечное количество. Просто отсортируйте товар по цене, чтобы не переплачивать за кроссфитерские, и выбирайте, как я уже сказал, по степени жесткости. Я бы рекомендовал приобрести даже несколько. Ну знаете, чтобы делать с ними разминку и увеличивать нагрузку по мере изучения того или иного движения. А если не уверены в подборе, то советую вам фирму Power System. Ее можно найти в правой колонке. А также не забудьте нажать на иконку ленточные, чтобы ваши эспандеры были необходимой длины. В общем, все ссылки для России, Казахстана и Украины я оставлю в описании. Уверен, вы сможете подобрать то, что подходит именно вам. Но элементы — это не то, чем славится наш сегодняшний герой. Его суперсилой всегда была и остается выносливость. Причем Зев — это тот самый человек, который никогда не жертвовал качеством выполнения того или иного движения в угоду результату. Он говорит, что когда ты работаешь на таймер, то организм сопротивляется и всегда пытается пойти по более легкому пути. Именно поэтому так сложно выполнять комплексы на выносливость в чистой форме. Хорошим примером, кстати, является 2012 год, когда Зев посетил Украину и в частности город Днепропетровск в рамках тогда еще ежегодного воркаут-фестиваля, на сцене которого помимо фристайла и трюков устанавливались рекорды в подтягиваниях с весом. И в то время, как лучшие атлеты пытались побить результаты друг друга, Закавели решил пойти от обратного и показал наилучшее качество, подтянувшись максимально высоко и подконтрольно. Кто тогда подтянулся больше остальных, я так и не помню.
помню, но результат Зефа, как видите, не стерся из памяти и по сей день. Собственно говоря, благодаря его базе прогресс шел и в элементах. Например, Зев спокойно удерживает планш или передний вис, особо не тренируя эти движения. При этом обратите внимание, что делает он их очень и очень чисто. При этом Зев никогда не пытался устанавливать в этих движениях рекорды, но, по его словам, если бы сильно захотел, то без проблем бы это сделал. Самым же сложным базовым сетом для выполнения, как я уже упоминал выше, был God Set. Все-таки даже просто потянуться 50 раз это уже задача не из легких, особенно если это делать чисто. А уж оставить силы на выход и добить это все отжиманиями, не слазя при этом с турника, задачка для избранных даже в нынешнее время. По словам Закавели, когда он выполнил данный комплекс, все остальное уже казалось не таким сложным. Однако такая выносливость, конечно же, не приходит сама по себе. Тренироваться приходилось много и упорно. Сейчас в зимнее время для поддержания тела в тонусе ему достаточно и одной 3-часовой тренировки в неделю. Но летом он тренируется уже от 3 до 4 раз в неделю, а сами тренировки длятся в районе 4-5 часов. Зев говорит, что в США калистеника развивается все больше, и единственное, что останавливает ее от настоящего профессионального спорта, это денежная составляющая. Сейчас лишь немногие атлеты способны сделать из этого направления карьеру. Для этого нужно больше официальных соревнований и чемпионатов. Над этим, к слову, сейчас и работает Зев вместе с компанией Gains Up, в надежде вывести соревнования и компенсации на другой уровень, для того, чтобы как можно больше атлетов по всему миру могли с гордостью позиционировать себя профессиональными тренерами по калистенике и обучали этому других. Также необходимо будет разработать четкую систему судейства, особенно по фристайлу, чтобы победители определяли не по субъективным оценкам, а конкретной сложности демонстрируемых элементов. Но как бы там ни было, главная цель калистеники — это отнюдь не рекорды. Да, конечно, они позволяют вовлекать новых людей в этот спорт, заставляя восхищаться результатами других, но в основе занятий калистеникой всегда было и есть здоровье. Зев объяснил мне это так: когда ты хочешь дышать, ты просто дышишь, тебя никто не заставляет это делать. Когда хочешь есть, то ешь, еда делает тебя сильнее, что дает тебе возможность с большей эффективностью искать новую еду. Возможно, это звучит примитивно, однако с тренировками точно такая же ситуация. Если вы сами не заставите себя пойти на тренировку и не превратите такой стиль жизни в лайфстайл, здоровье рано или поздно сыграет с вами злую шутку. Зев часто видит людей в точно таком же возрасте, как и он сам, однако которые ничем не занимаются, и по его словам, вы точно не захотели бы оказаться на их месте. Yo, calisthenics versus weights, bro. Is one wrong? Is one? Nah, yeah, just like that, just like that, just like that. I feel like you should do both. You should always do both. If you're gonna stick to one, stick to calisthenics, though. I'll see you in a couple years. If everybody who just does weights, I'll see you in a couple years. See you in a couple years, man, and see me. Отсюда самыми частыми клиентами Зефа являются как раз те спортсмены, которые осознают важность долголетия. Это скорее не те люди, которые хотят научиться элементам или же прокачать свою выносливость. Большинство людей фокусируются именно на своем здоровье. Калистеника, по словам атлета, не является антитренажерным залом. Она просто универсальна, и в этом ее прикол. Когда не было возможности заниматься, когда вовсю бушевал ковид, люди занимались на дворовых площадках или же даже дома. Просто обратите внимание на возрастных спортсменов в хорошей форме. 9 из 10 так или иначе занимаются калистеникой, либо чем-то похожим. Многие атлеты, кстати, обращали внимание на телосложение Зефа и отмечали его довольно габаритные руки. В интервью компании Gore Nation атлет признался, что это лишь годы подтягиваний и тренировок на выносливость, ведь генетически он очень худой, а в зал перестал ходить ровно тогда, когда, тренируя жим с друзьями и задерживая дыхание на усилие, у него не начались постоянные головные боли. Именно в тот момент Зев открыл для себя тренировки в формате калистеники. При этом он весит всего от 67 до 71 килограмма, а его рост составляет 178 сантиметров. Питается Закавели преимущественно 2 раза в день, отдавая предпочтение натуральной пище. Причем его диета всегда меняется в зависимости от того, чего атлет пытается достичь. Например, перед тем, как установить рекорд в 50 подтягиваний, Закавели урезал общее количество пищи и отдавал предпочтение более жидкой еде. Такой вариант питания, к слову, тоже является отличительным преимуществом воркаута от того же бодибилдинга в сторону здоровья, ведь вам не приходится пичкать себя едой по 7 раз в день. Но что это мы все про здоровье, давайте пройдемся и по рок-н-роллу. А именно, я бы хотел обсудить те самые сумасшедшие нормативы, которые необходимо было выполнить каждому, кто когда-либо имел намерение вступить в команду Barbarians. Напомню, что для этого вам сперва нужно сделать 5 выходов силой, затем 50 отжиманий на брусьях, 30 подтягиваний, 60 отжиманий от пола и затем снова 5 выходов. Главное в этом комплексе — это сделать его чисто и уложиться в 5 минут. Сам же Зев выполнял этот норматив целых 8 лет назад в качестве образца и в превосходном
качестве выполнил данный комплекс всего за половину от намеченных в рамках норматива времени. Сейчас же множество атлетов и по сей день пытаются выполнить данный комплекс, однако, как подчеркнул Закавели, это лишь физический тест, который свидетельствует о том, что ты готов представлять команду Barbarians и обладаешь не только выносливостью, но и соответствующим качеством выполнения движений. Однако куда более важно сдать ментальный тест и доказать, что калистеника является для тебя чем-то большим, чем просто комплексы на выносливость и силовые элементы. Наиболее важно то, какой ты человек, ведь если ты учишь, скажем, передний виз, сидя у себя в комнате, ты становишься мастером лишь этого одного движения. Куда более важно, по словам атлета, выходить на улицы, делиться опытом с другими спортсменами и строить не просто команду, а целую семью вокруг любимого увлечения. Я думаю, все вы не раз видели, как тренируются эти парни в Америке. Их настрой и заряд на тренировку передается через объективы камер. И это то, чему однозначно у них нужно поучиться. Ну а для того, чтобы тренироваться в большом комьюнити атлетов, приглашаем вас к себе на тренировки. Наша команда как раз и занимается тем, что строит такое же большое комьюнити спортсменов, во главе которого находятся самые топовые спортсмены, тренера и чемпионы мира, готовые помочь вам достичь ту цель, которую вы преследуете в этом виде спорта. У нас уже сформировался довольно большой список трансформаций, причем как силовых, так и визуальных. Поэтому просто переходите ниже. Все ссылки и подробности нашего проекта будут, как всегда, в описании под этим видео. Ну а я надеюсь, что сегодняшний отчасти философский, отчасти полезный и прикладной выпуск поможет вам как минимум выйти на площадку и как максимум поставить лайк этому видео и подписаться на данный канал, если тема скоростно-силовых видов спорта вам не безразлична. Ссылки на инстаграм атлета будут, конечно же, внизу. Ну а с вами, как всегда, был Федор Чепкий. Еще увидимся. Пока.